Пацаны, привет! Если возникла такая необходимость снять фару, я вам сейчас покажу, как необходимо это правильно делать, чтобы не сломать крепление и также заменить лампы. О чем может быть просигнализировано на информационном дисплее? Итак, первым делом нам необходимо выключить вот эти вот две заглушки. Берем отвертку, так подставляем, нижнюю дальше высовываем. У нее вот два крепления здесь, обратите внимание. Дальше нам необходимо выкрутить вот эти вот два болта. Ключ находится здесь, но вы можете использовать и другие ключи. Я выкрутил первый болт, сейчас я выкручу второй болт. Вот я выкрутил второй болт. Бита вот такая вот, сейчас я вам покажу. Вот такая вот бита, но ключ тот же самый, которым выкручивать фары, передние фары. Тот же самый ключ, только с другой стороны он подходит. Дальше вот здесь вот возьмите фару. Вот здесь фара стоит в креплении. Вам необходимо ее вот так вот немного пододвинуть. Вот она отошла, вот крепление, про которое я вам говорил. Вот оно здесь стоит. Вот. Дальше там разъем. Вот фара уже, вот она вышла. Необходимо вот эту вот грязь все убрать и отсоединить разъем. На разъем здесь необходимо нажать, и он отщелкнется. Дальше я высунул фару. Обратите внимание, у меня вот эти вот все места, они залиты клеем. То есть это клей от клеевого пистолета. Берете и вот сюда вот таким вот образом я вам рекомендую нанести. Герметик тоже подойдет, чтобы вот эти вот места не заржавели. Если они заржавеют, вы не сможете их открутить, вам придется вот здесь вот потом мучиться и выкручивать. Вот здесь вообще специальный разъем под ключ, который предусмотрен для откручивания передних фар. Вот сюда вставляете, и он выкручивает. Но у меня можно и рукой выкрутить. Я сейчас выкручу рукой, вам покажу. Я выкрутил все крепления вот эти вот рукой. Мне неудобно было показывать. Смотрите, вот эти все места необходимо держать в смазке. Если кто-то думает, сейчас я закручу их очень сильно, вообще с дури, не стоит таким заниматься. Вы потом можете их не открутить, эти крепления, все сломаете. Поднимается крышка, а под крышкой у нас сразу гирлянда из ламп. Вот фара конструктивно. Сейчас пробежимся по лампочкам. Вот эта лампа, это лампа нажатия на педаль тормоза. Следующая лампа аварийка. Вот это задний ход. Вот это габаритов и противотуманки. Но здесь, обратите внимание, видите, две нити накала. По вот этим лампам я вам сразу рекомендую вот так вот смотрите и проверяйте все нити накала. То есть если нить накала плохая, ее необходимо будет заменить. Обращайте внимание на это. Вот эти лампы трехконтактные. Сейчас я ее выкручу. Вот 3 контакта на ней. Очень много разговоров было, я много про это говорил. Сейчас я скажу уже на видео. Вот эти контакты и вот эту лампу необходимо правильно вкручивать. Если она станет на контакты, вот видите, как располагаются контакты, вот так вот она встанет, она может вот так вот встать, у вас будет короткое замыкание. Предохранители будете потом менять постоянно. Также начнет гореть вот это вот место. Будьте внимательны при установке
ламп, в частности вот этих вот. Дальше, соответственно, мы выявляем неисправную лампу. В моем случае это вот эта вот лампа перегорела. Тут, если внимательно обратить, вот видите, спираль вроде целая, но вот есть она немного перебитая. Дальше смотрим, также проверяем все лампы внимательно на спирали. То есть обращайте внимание на все лампы. Если менять, то менять можно будет практически все лампы. И необходимость, так они дольше проживут. Так, высунул вот эту лампу. Ну а сейчас возьмем мультиметр для точной диагностики и будем менять лампы. Ну а так, по большому счету, вот эти вот все лампы выкинуть и заменить на новые, это намного дешевле, чем потом вот менять вот эти вот сраные лампочки каждый раз. Я так и сделаю, потому что это займет определенное время. У меня все лампы эти есть, мне проще поменять сразу всю гирлянду этих ламп и собрать быстро фару и поставить. Обращаю внимание, как ставить вот эти вот лампы. Вот видите, вот это вот самый низкий контакт, и здесь повыше. Вот этот контакт низкий должен пойти вот сюда. Вот видите, смотрите, вот я вставил самый низкий контакт. Вот он встал. А чуть повыше контакт вот так вот должен стоять. И лампу необходимо будет провернуть. Тогда она встанет на свое положение. Я поставил новые лампы. Сейчас я вам покажу сразу. Вот это лампы трехконтактные. Это их маркировка, фирма-производитель. Вот. Это их номер для заказа. Вот это лампы двухконтактные. Вот они. Вот выберите вот их номера для заказа. Вот такие вот лампы. Я убрал лампы в сторону. Сейчас я вам покажу, что необходимо возить. Соответственно, две лампы трехконтактные. Вот они у меня здесь. И 3 лампы двухконтактные. Чтобы заменить сразу в одну фару. Ну а эти выкинуть. Дальше обращаем момент. После установки вот этих ламп, если вы их устанавливали руками, на них остались жировые следы. Если на них останутся жировые следы, они быстро начнут перегорать. Чтобы не оставались жировые следы, каждую лампу полностью вот так вот протираем сухой тряпкой. Я рекомендую вам сделать вот так вот, подключить часть заднего фонаря вот с этой гирляндой и посмотреть, как горят лампы. Это тормоз, это задний ход. У меня сейчас включен противотуманки, включены габариты, все работает. Можно вот это вот все ставить, я проверял, все работает. Я поставил крышку на место. Теперь от руки я буду закручивать крепление
фары, собирать ее. Вот эти вот все болты я предварительно смазал. Вот эти болты, вот крепление фары, я тоже смазал. Закручиваем от руки. И смотрим равномерное ее прижатие. Там уплотняющая прокладка, соответственно, чтобы фара равномерно прижалась после нашего закручивания. Дальше смотрите, вот эти вот отверстия, вот здесь стоит два фильтра вентиляции фары. Вот колпачки, а вот два фильтра. Возьмите их, продуйте, прочистите. Вот я вам показываю, что внутри сетка, что-то типа какого-то синтетического поролона. Вот она. То есть сначала мы оденем на вот эти вот клапана, поставим ее ровно. Я неровно поставил, вот видите. Сейчас я высуну и поставлю ровно, в паз не попало. Вот я разобрал вот эти два клапана, почистил. Вот эту часть, сами клапана продул. И обращаю внимание, вот эту часть тоже всю почистите. Сейчас я вот фонариком посветил, я еще больше почищу. После того, как вот эти вот два места вентиляции почищены, можно одевать фильтр. Так, один встал и второй. Вот они встали на свои места. Теперь можно устанавливать фару. Сначала одевается шлейф проводов, а дальше мы должны попасть вот этим вот креплением вот сюда вот. Вот таким вот образом смотрите и одевайте фару. Дальше, после того, как фару выставили сюда в крепление, берете, наживляете вот эти вот два болта. Смотрите, вот видите, она у меня ходит. И закручиваете вот эти вот два болта, хотя бы один, и параллельно выставляете фару по отношению к кузову машины. Дальше вам необходимо одеть заглушки. Если видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать колокольчик. Всем пока!